Всем привет, с вами IG Daily, и сегодня у нас на тесте Volkswagen Tayron. Это ответ немцев китайцам. Посмотрим, сможет ли он что-либо сопоставить врывающимся стремительно китайскому автопрому на немецкий рынок. И посмотрим, так ли он хорош. Начнем сразу с подкапотного пространства и посмотрим, что же там изменилось. Мы сегодня будем рассматривать дизельную версию. Дизельная версия у Тайрона есть двух вариантов. Обе двухлитровые. Одна 150 сил, другая 193 лошади. 193 лошади идут только на полный привод. Это у нас обычный передний привод. Сразу откроем его, посмотрим, что тут новенького. Ну, во-первых, сразу могу заметить гидроупоры, которые обратно вернулись в Volkswagen. Это сделано не для того, чтобы вам удобнее было менять масло, а именно для того, чтобы если вдруг вы собьете пешехода, эти гидроупоры отстреливают капот, и у него получается такая как бы гладкая рампа, да, по которой он не так. Volkswagen всегда был очень-очень хорош в краш-тестах, и это автомобиль не исключение, он получил 5 звезд. Очень безопасный автомобиль. Итак, посмотрим, что же у нас изменилось здесь под капотом. В принципе, крышка осталась старая, мы ее сразу поднимем и посмотрим, что у нас здесь нового. А нового у нас здесь этот жидкостный интеркулер. Раньше он был с пластмассовыми краями, и теперь они его полностью сделали алюминиевым, потому что раньше были проблемы, что из сот протекала охлаждающая жидкость и попадала в камеры сгорания. Здесь они это все пофиксили. И в принципе очень все хорошо, все на хомутиках, все закреплено очень даже неплохо. Здесь мы имеем ременные моторы. В принципе, Volkswagen Group делает дизеля двухлитровые, только ременные. Кто-то скажет плохо, кто-то скажет хорошо, да, возможно, мотор будет тише работать и так далее. Но мы это еще выясним и посмотрим, как все-таки тянут 150 лошадей этого мамонта. Перейдем к задней части автомобиля. Как мы видим, здесь новые ID-фары. Очень красиво смотрятся, они очень красиво моргают, переливаются. Это классно по дизайну. В принципе, претензий у меня лично никаких нету. Посмотрим, насколько большой у нас багажник и что туда может поместиться. О, открывается, по крайней мере, лучше, чем BMW. Блин, ну багажник офигеть. Ну, на самом деле не маленький. Кстати, мы здесь еще посмотрим третий ряд сидений. Кто туда влезет? В принципе, ну, большой багажник. Тут еще есть место. Сюда влезет и коляска, и ящики с водой, и сумки. Так, посмотрим третий ряд сидений, как он раскладывается. Так, мы его так защелкиваем. Ну, в принципе, ладно, откроем тоже сразу еще один ряд. Блин, ну, кстати, туда даже человек, наверное, влезет, надо посмотреть. Так, перейдем сразу к обзору салончика. Что у нас здесь есть? Здесь у нас сразу видно шторку. Шторочка есть. Ну, как я уже говорил, шторка — это дело такое, на любителя. У хозяина двое детей, да, и шторка, если для детей, то это нормальная тема, но здесь заводская тонировка, поэтому в этом плане все классно. Здесь что я могу сразу отметить? Во-первых, очень-очень много места, то есть это кресла стоят, то есть за мной, я в них сидел здесь, и то есть здесь очень удобно. Как вы можете увидеть, здесь заводские кармашки, это все заводские карманы. То есть очень тоже классно. Но сейчас мы пока посмотрим еще, значит, задний ряд. В заднем ряде есть свои ветродуйки. Здесь в стойках нет. Здесь, кстати, есть подогрев, правильно? Версия есть с подогревом. Здесь его нет, потому что, ну, на самом деле, это дело такое. Но что здесь очень классно, то, что можно регулировать задний ряд сидений. Вы можете вперед подвинуть, назад. То есть регулировать здесь. Также вы можете потянуть за эту веревочку и делать наклон сиденья.
что тоже не во всяких машинах возможно. Есть подстаканники, да, но это не обычные подстаканники. Здесь есть место для вашего iPad, например, и также подстаканники, куда вы можете ставить свою воду и так далее. В принципе, если вы так сидите, все сделано довольно удобно. Удобно сидеть. Здесь тоже шторка. Их можно еще... Да, можно ее двигать влево-вправо, то есть если вы так сидите или наоборот так. Перейдем, конечно же, к просмотру третьего ряда, потому что третий ряд для меня лично очень интересен. Подвинем сразу сюда и посмотрим, удобно ли туда залазить и залезу ли туда вообще. Очень интересно, это третий ряд сидений. Все-таки за это они берут много денег, за этот автомобиль. Посмотрим, попаду ли я туда и помещусь ли я там. Потому что сейчас я сижу, очень удобно, я подвинулся, в принципе, место спереди есть. Закрылось, так, залазим. Так, ну, я поднял эту, потому что я вообще не помещаюсь. Посмотрим, закроется ли она сейчас. Ну, скажем так, что на самом деле, если она, по-моему, тоже не регулируется, ну, как бы детям будет удобно, взрослому, в принципе, багажник там остается какой-то. Ну, если вот в ровной позиции, то есть неудобно будет переднему пассажиру, мне тоже не особо удобно, но как-то можно будет доехать. Для детей, скорее всего, для детей будет неплохо. Для взрослого человека все-таки маловато места лично мне, у меня рост 1,78 м. Я здесь упираюсь уже практически, тут остается буквально там 3 сантиметра. Поэтому третий ряд, ну, скорее всего, да, это третий ряд детский, как и во многих других автомобилях. Полноценным местом, куда вам будет удобно ехать, наверное, назвать сложно. Ну, вопрос, конечно, настроения, с которого вы будете ехать куда-либо. Так, а здесь отсюда я могу вылезти, да? О, вот так. Ага, и вот так она еще двигается. Это я, значит, неправильно открыл. Ну, да, вылазить, залазить неплохо. Окунемся, наконец-то, в мир роскоши и комфорта этого прекрасного Volkswagen. Так, ну, что у нас тут встречает? Встречает, как всегда, Volkswagen. Они делают на самом деле материалы, они тоже больше не используют никакую кожу нигде. Даже руль больше не кожаный, они везде используют эко-кожу, так называемую. Но они всегда делают все материалы, с которыми ваша рука соприкасается, очень приятными на ощупь, очень. Также здесь больше нет никакого хрома. У всех автомобилей на сегодняшний день тренд — это полированный алюминий. Здесь у них такая, это ночью тоже светится, подсветочка, амбиент. Руль такой матовый, красивый, стильный, тоже LED-приборка у них, большой монитор здесь. Ну, в общем, классно. То, что, конечно, ну, это разность комплектации. Здесь это все на механике. Конечно, хочется, чтобы они наконец-то уже сделали выводы, да, и убрали эти механические сиденья и оставили хотя бы самые простые, да, без памяти сидений, чтобы это все было электрическое и было не механическое. Но здесь есть электрический массаж, не пневматический. Здесь вы можете подстраивать поясничную поддержку. Также вы можете здесь, у вас есть вверх-вниз рычажок, ну, полностью все настройки, которые были во втором Гольфе, здесь тоже есть. Так, ну, вот здесь у нас, например, очень узко, да, сложно зайти в машину, и здесь у нас есть функции, то есть завести автомобиль. Вот она там заморгала, завелась. И можно с помощью эпа отъехать. Вот она сама едет, выезжает. Ну, запустим этот же прекрасный автомобиль. Да, запускается он, и как все остальные автомобили, без всяких проблем.
Сразу что хочу негативного отметить, это громкую работу дизельного двигателя, очень сильно слышно ее, очень сильная вибрация от двигателя. Здесь, конечно, ребята из отдела по вибрациям поработали не очень хорошо. Что хочу хорошего отметить. Вот этот вот новый ихний хайповый джойстик, да, вы можете здесь менять, наверное. Вот, нажимать на него. Вот, можно режимы езды менять и по ним потом клацать. Индивидуал, Joy, электрик и так далее. Переключили Joy, подсветки меняются. Спорт, индивидуал, подсветка. Ну, в общем, вот этот джойстик классный. Они, конечно, не сильно на него функции сделали, которые правильно работают. Что, конечно, кринжатина, это вот эта вот фигня. Это полный бред, не знаю, зачем они его сделали. Просто им надо было сделать две кнопки вперед-назад, нейтралка, и на этом закончились. Это не очень удобно. Что для меня очень новое, да, новое для меня, конечно, этот многофункциональный включатель. Потому что они в него засунули моргать, они в него засунули дворники, они в него засунули задние дворники. И очень много функций в одном джойстике. Это, в принципе, еще такого не видел. Ну, последний раз я такое видел, было, наверное, на Мерседесе. Ладно, поедем, посмотрим, как оно все будет работать. Нажимаем Drive. Тут автостоп стоит. Да, машина, в принципе, сразу чувствуется. Она сделана именно под немецкие автобаны. Довольно жесткая подвеска. Я думаю, что, конечно, она будет в повороты очень хорошо входить. Но прям чувствуется, что везде, где вы по неровности едете, оно сильно передается вам. Но благодаря этому хорошему сидению, мягкому относительно, оно, конечно, к вашей пятой точке не все доходит. Но в ногах прям чувствуется эти все неровности на колесах. Я не знаю, с какими атмосферами здесь накачаны колеса. Может, они... Ну, производители любят, да, чтобы у вас был меньший расход топлива, подкачать посильнее и указывать побольше давления в колесах. Ну, в принципе, 150 сил, да, неплохо едут. Сейчас мы еще нажмем. Достаточно для обычного обывателя, скажем так, мощности двигателя хватает. В нашей комплектации нет ни люка, ни панорамной крыши. Они также их можно дополнительно купить, заказать. Посмотрим, здесь у нас их новый HMI, да, он работает без всяких вопросов. Мы можем сюда нажать, здесь открывается карта массажа, можете включить массаж. Массаж очень хорошо работает. В дальних поездках, если ваша спина устала, можете включить, немножко помассажировать, размять, разогнать кровь по спине, чтобы все-таки она там оживилась, скажем так. Ну, работает классно в этом плане. Здесь у нас также есть просто подогрев. Да, можно подогрев включить, нет никакой больше вентиляции, сиденья не перфорированы. Материал сидений очень приятный на ощупь. Не знаю, там будет как-то спина потеть или нет. Но в этом плане они, в принципе, сделали хорошо. Также самое, здесь есть переключатели подрулевые, потому что коробка DSG-7 может очень быстро переключать передачи и, в принципе, ехать в спортивном режиме. Для меня всегда был вопрос, надо ли оно в таком автомобиле. Наверное, нет. Просто это, опять-таки, удорожает производство. То есть они берут этот руль, который ставился, к примеру, в какой-нибудь там Гольф или в Passat, потому что они все взаимозаменяемые, все одинаково выглядят. И для них не нужны никакие переделки, и просто ставят его там в комплектацию. Но опять-таки все эти здесь дополнительные там 2 датчика и так далее, что, в принципе, прибавляет вам к цене автомобиля. Приближаемся к вопросу цены. Цена на этот автомобиль начинается, самый старт, с 48 тысяч евро. Именно эта комплектация, вот то, что вы сегодня посмотрели, она стоит уже 60 тысяч.
Много это или мало? Ну, наверное, на сегодняшний день это нормальная цена, да, для всех автомобилей. Все равно ваши Mercedes, BMW и Audi будут еще на 10-10-15 дороже. Много ли это для Volkswagen? Ну, скорее всего, да, немножко многовато. Но здесь они уже, конечно, все сделали хорошо. Хорошо, и придраться мне не к чему в этом автомобиле. Кроме, ну, каких-то мелочей, да, как переключатели различные, как работа двигателя, потому что там нет ни капли изолирующего материала. Вот когда вы едете, в машине довольно тихо. Мы еще выйдем на автобан, послушаем, как оно будет на автобане. Но в целом автомобиль оставляет очень приятное впечатление. Кстати, вот ночью будет видно, да, все это, вся подсветочка, все загорелось, все очень красиво. Не знаю, конечно, на камере будет видно или не будет видно. Все у нас здесь таким фиолетовым. Здесь это ручка, здесь приборка. Ну, классно, красиво выглядит. В принципе, дизайнеры на всех марках автомобилей сегодня недаром едят свой хлеб. Они сделали очень даже красивые дизайны на всех автомобилях, и Volkswagen не стал исключением. Также здесь, например, если вы посмотрите, здесь, где ваша рука не прикасается, да, здесь, конечно, материал совершенно дешевый, пластмасса, очень неудобная на тактильность. Ну, вам, как бы, где ваши колени стоят, возможно, это и не надо. Но зато, где вы можете рукой вашей дотянуться, здесь, где телефон, здесь, например, есть быстрая зарядка, 2 порта USB-C, подстаканники тоже в удобном месте. Кстати, здесь новая система, здесь стоит камера, и если вы от дороги отвлекаетесь, вам сразу идет звуковое оповещение, да, если вот так вот как бы сделаю голову, ну, или в телефон начну смотреть, она понимает, что ваше зрение не в том угле находится, в котором должно быть, и она сразу делает оповещение. Ну, сейчас попробуем, я вот уберу голову, так не сделаю, вот что не говорить. Нет, она просто говорит, все не с правильной скоростью делаем. Ну, в общем, да, еще надо им пару апгрейдов сделать, и она заработает. Вот да, в телефон, если попробуем. Тебе надо выдержать вот так здесь, так, ниже. Как обычно люди держат. Ну. Нет, сегодня нет у меня настроения этим делать. Интересный вопрос для всех, кто хочет купить себе этот автомобиль. Какой же расход? 2 литра 150 сил. Расход средний 5,2 литра. За эту поездку у нас показывает расход 6 литров. Сейчас я хочу попробовать все-таки различные режимы. Сейчас у нас, я так понимаю, режим эко стоит. Мы хотим по комфорт. Комфорт, не знаю, чем комфорт от эко отличается. Спорт. Так, что у нас поменялось? Спорт. Сразу она передачу выше затянула. И держит эту передачу, да, так, как оно есть. Но здесь они не дошли даже до уровня Форда, скажем так. То есть у вас здесь ничего не меняется больше. При переключении режимов у вас нет никакой анимации и всего остального. Так, поставим, ладно, со спортом у нас все понятно. Поставим индивидуал. Что у нас в индивидуале стоит? Ну, тоже ничего особо нету. Оставим у нас, значит, просто оставим комфорт. Что такое атмосфера? Это подсветку менять. Ну, хорошо. Так, оставим экран. Так, здесь у нас можно ехать 120. Посмотрим, на что способен этот автомобиль. Выезжаем на безграничный автобан. Начинаем разгон со 120. Разгонимся, посмотрим, сколько он едет. Как я уже сказал, да, что не радует это все-таки звук дизеля. Я сейчас нажал газ. Вот это с кикдауном, это сейчас без кикдауна. Тоже не показывается, какая передача здесь. Просто бери и едь. Уже все эти DSG коробки и все остальное переключается очень хорошо.
Ну, разгон, конечно, 150 лошадей, вот если скажем, что как она разгоняется, но тоже слабенько разгоняется. Ну, свои 200 км в час она, в принципе, разгоняет. Из-за того, что машина чуть-чуть повыше, она получается, что немного шумнее, да, в этом всем плане. У нас тут есть уникумы, которые, конечно, любят очень в левом ряду ехать с какой-то непонятной скоростью, да. Интересный вопрос, а что по конкурентам, если так подумать? А по конкурентам, если мы берем автомобиль как бы пятиместный, то по конкурентов очень много, да. Если же мы подумаем по поводу того, взять автомобиль с 3 рядами сидений, то есть 7-местный, то конкурентов, как оказалось-то, и не сильно много в этой ценовой категории, хотя эта цена уже не сильно маленькая. В принципе, по деньгам, то, что будет примерно близко, это будет, скорее всего, какой-нибудь Peugeot 5008, это будет, наверное, какой-нибудь из новых Renault, это будет Skoda Kodiaq трехрядный. Потому что если мы возьмем BMW или ту же Audi или Mercedes, то там ценники, например, X5 будет начинаться с 3 рядов с 80 тысяч. Это старт у него. Та же Kia EV9, но это уже даже не дизель, это электрический автомобиль, он тоже трехрядный. У него старт с 60 тысяч. Ну, конечно, у него там уже тоже все будет в автомобиле. А так, чтобы сказать, что действительно трехрядная машина есть какая-то в конкурентоспособной цене, как-то сложно мне сейчас сказать об этом. Мы не берем опять во внимание какие-то китайские автомобили, потому что, я говорю, на сегодняшний день они еще не доказали своей прочности, они не выступали там в различных автомобильных соревнованиях. Те краши, да, автомобильные, которые я смотрел, у них там то ломается спинка сиденья, то подушки по какой-то причине не выстреливают, но они не вызывают ни у меня доверия, ни у европейского потребителя на сегодняшний день. Конечно, эта ситуация меняется, и меняется очень быстро, но пока тоже из китайских автомобилей в какой-то такой ценовой категории я, наверное, тоже не могу ничего сказать, потому что все, что будет трехрядное, будет начинаться с 70 тысяч евро, скорее всего. Ну и за китайский автомобиль на сегодняшний день, да, как бы против автомобилей с историей, ну, мне сложно что-то сказать. Так, мы обратно выезжаем на безлимитный автобан и попробуем, чтобы нам никто не мешал, разогнаться все-таки до какой-то максимальной скорости. Машина, она хоть и высокая, она считается уже определенным образом внедорожником, но она очень хорошо себя ведет на автобане, на высоких скоростях. Мы сейчас едем 170. Можно тоже управлять 2 пальцами, да, ее никуда не ведет, никуда не тянет. Как я уже сказал, разгоняется она стабильно, хорошо. Расход при этом показывает приборная панель 7,9 литра, приближается к 8, вот сейчас 8, то есть на скорости 200 у нее расход. Если сравнивать с коробками 8-ступенчатыми, к примеру, BMW, или там, конечно, намного приятнее ехать и намного стабильнее вы можете ехать. Загорелась как раз лампочка, что пора бы подзаправиться немного. Ну, 200 она преодолевает, и после скорости в 200 км в час разгоняется очень неохотно. Я бы сказал, что это ее уже, можно сказать, максимальная приятная скорость, которую вы можете держать по автобану. Ну, вот 180, я не скажу, что это крейсерская. Крейсерская, скорее всего, будет в районе там 160 км в час. Это скорость, на которой вам будет комфортно ехать. Хотя и на 180, в принципе, неплохо. Вот такой у нас получился обзор. Я считаю, этот автомобиль, конечно, со всеми его определенными минусами, да, с такими как ременной мотор и всеми другими всякими рычажками непонятными, но это дело на самом деле привычки, и скорее всего вы к этому привыкнете, это будет очень даже удобно. Получился все же неплохим, и я могу сказать, что приятно меня удивил.
Третий ряд сидений, да, для детей. Там еще остается неплохой багажник. В этот багажник даже влезет пару сумок. Ну, скорее всего, вам придется поставить если вы хотите путешествовать всемиром, поставить на крышу какой-то бокс. Но это почти у всех автомобилей, кроме каких-нибудь там мультивенов или Т7 Volkswagen, где действительно большой салон, и вы можете в удобстве сидеть большим количеством людей, то это все-таки довольно компактный городской автомобиль, в котором вы можете в городском трафике передвигаться, парковаться, и вам будет комфортно, да, если вы едете в каком-нибудь там Т6, Т5, Т7, вам надо уже смотреть, какие-то подземные парковки, вам нельзя заезжать по высоте, потом он по ширине не подходит. Часто я вижу на этих больших бусиках, таких как В-класс, Вита и все остальное, ободранные бочины, потому что машина длинная, база длинная, когда разворачиваетесь, очень часто цепляет какой-нибудь столбик, какой-нибудь столб, еще что-нибудь, и конечно, боковина, тогда вы, получается, обдираете боковину, а здесь вы все, в принципе, видите. Еще что у меня к минусам могу отметить, это камеру заднего вида, она здесь не очень хорошего качества, здесь они сэкономили. В остальном здесь есть все, что вам необходимо, даже в этой комплектации. Ну, например, нам бы с женой, если бы у нас был такой один автомобиль, ездить, или мы куда, если бы ехали бы, было бы уже не очень удобно, потому что все время вот это вот дергать эти ручки, подставлять под себя сиденье, да, если мы едем в дальнюю поездку, мы всегда меняемся, или когда там меняемся автомобилями и так далее, то было бы, наверное, не очень удобно. Ну, классно работает здесь функция адаптивного круиза, и удержания в полосе здесь нет. Здесь есть только, если вы заезжаете на полосу, она будет вам подруливать. Это тоже в зависимости от комплектации, то есть надо за это все доплачивать. Круиз есть, тоже все очень правильно и красиво работает. Здесь можете выставлять, насколько вы хотите. Здесь выставлено на самом минимум. У меня, в принципе, в машине тоже это так выставлено. На этом все. Спасибо, кто смотрит. Не забывайте подписываться, ставить лайки. И спасибо большое хозяину, что дал на тест этот новенький Тайран. Всем пока!